предыдущем видео мне написали один из комментариев, где попросили подсказать, как вывести датчик температуры масла на центральный монитор. То есть это монитор, расположенный над мультимедиа. Соответственно, этот монитор у нас имеет 6 страниц или 6 экранов, как хотите. Переключается кнопка Info. Выбрали эту страницу монитора, Info, зажимаем кнопку Info на руле слева, левый блок кнопок верхний, попадаем в меню настроек каждого из экранов, которые мы только что видели. Кнопками слева, только уже снизу, выбираем третью позицию, Display Beep, затем кратковременное нажатие кнопки iSet, попадаем в еще одну страницу настроек. Теперь нас интересует вторая позиция. Теми же кнопками под рулем слева выбираем вторую позицию Favorite. Затем кратковременное нажатие кнопки iSet. Попадаем в меню, в котором расположен датчик температуры масла, датчик в процентном соотношении нажатия на педаль акселератора, датчик распознания лиц водителей. Ну, например, вот на месте процентов нажатия на акселератор мы сейчас выведем другой датчик. Кратковременным нажатием кнопки iSet, видите, появились ромбовидные варианты вверх-вниз. Вот я вверх-вниз листаю, и мне предлагаются другие варианты того, что у меня будет на этом экране. Ну, например, выберем температуру охлаждающей жидкости, она здесь есть, вот она. Кратковременное нажатие кнопки iSet, все, он у нас на месте. Дальше листаем, если нажмете Go Back, то все сбросится. Но нам надо Set. Выбрали Set, кратковременное нажатие кнопки iSet. Все, настройки запоминаются. И теперь, чтобы его здесь не блуждать по экрану, можно просто нажать кнопку Info. Все, мы вышли. Теперь кратковременным нажатием кнопки Info ищем страницу монитора, на которой будет расположено то, что мы сейчас меняем. Вот, видите, температура охлаждающей жидкости норма. То есть он не показывает именно в градусах температуру, а просто нормал и все. Соответственно, низкая и горячая. Я этот датчик не использовал. Он с Японии был, по-моему. Или календарь тут стоял. И я настроил под себя. Зажали кнопку Info на руле. Все очень просто. Дальше кнопочками выбрали третью позицию, третью строчку под рулем кнопки, которые дальше кратковременное нажатие iSet. Вторая позиция. Кратковременное нажатие iSet. Опять попали в меню вот этих датчиков. iSet кратковременно нажали. Теперь выбираем датчик, который вы хотите видеть перед собой. Все, у меня это процент нажатия на педаль акселератора. Опять iSet запомнили. Выбрали Set, iSet. Все, настройки запоминаются. Кнопку Info нажали, все, вышли. Можете пользоваться. Ничего сложного, абсолютно. Да, много вариантов меню, надо нажимать то одни, то другие кнопки, но в принципе все легко. Чтобы зайти в меню настроек монитора, расположенного между спидометром и тахометром, нам необходимо вывести вот эту картинку на экран. То есть видите, да, изображение руля с анимацией, что надо нажать на кнопку iSet. И подпись сверху, что нам необходимо нажать на эту кнопку. Эти кнопки находятся в левом блоке кнопок на руле. Слева, снизу. Они вот сейчас перед вами расплывчатые, потому что я сфокусировался на экране. Именно этими кнопками мы листаем менюшку центрального монитора между спидометром и тахометром. Получается 1, 2, 3, 4, 5. И шестой, тот, который нас интересует. То есть, чтобы зайти в настройки, чтобы сменить язык, а язык в этом меню меняется, нам необходимо, чтобы была вот анимация руля. И тогда нажатием кнопки iSet, которую нам написано, что надо нажать по-английски, вот зажали, мы вошли в меню настроек. Все, дальше выбираем. Видео у меня есть на канале, как сменить язык, ну или когда смените язык, можете настроить настройки, какие хотите. В общем, с этим понятно. Один из комментаторов под каким-то видео, я уже не помню, написал, что не может зайти в настройки, сменить язык. Я только что показал, как это сделать. Именно когда изображен значок или экран монитора, вот этот, или страница монитора, как хотите. Только тогда вы сможете зайти в настройки.
зажимая центральную кнопку, которая сейчас расплывчато изображены внизу экрана. И вот второй вариант. Например, у нас менюшка любая, отличная от той, которую я сейчас показывал. Например, в данном случае это цифровые показания скорости. И мы пытаемся зайти в меню настроек этого монитора, расположенного между спидометром и тахометром. Соответственно, зажимаем кнопку iSet, и ничего не происходит. Видите, я не могу зайти в меню настроек. Об этом мне и писал, видимо, один из комментаторов под предыдущими видео. Но я, по-моему, ему не ответил. Поэтому вот сейчас, если он посмотрит, то может, в принципе, понять, что он делал не так. Не заходит. А этими кнопочками выбираем вот эту менюшку с изображением руля. Ну и, соответственно, зажали. И в меню попали. И дальше выбираем, что хотим. Естественно, у вас будет все на японском языке. Вы первым делом меняете язык на английский. Соответственно, дальше читаете и меняете под себя настройки. Там есть что поменять. Когда у нас изображение руля на двух мониторах одновременно, мы не сможем зайти в центральный монитор, расположенный посередине торпеды, в настройки этого монитора. Так-то, нажимая кнопку Info, вот я ее зажал. Нажал кратковременно, то есть я могу выбрать картинки и переключить на ту страницу, которая мне сейчас важна. Но вот в этом мониторе, который является входом в настройки, я не могу, я вот зажимаю Info и зайти в настройки я не могу. А не могу я зайти в настройки лишь потому, что между спидометром и тахометром у меня светится значок руля, который тоже просит нажать на определенные кнопки, чтобы зайти в меню. То есть по факту мы сейчас видим два монитора, которые готовы для того, чтобы зайти в настройки. Но один другому мешает. Как правило, сейчас можно зайти только в тот, который между спидометром и тахометром, и настроить там. Ну а чтобы зайти в тот, который у нас в верхнем углу слева, расположен по центру торпеды, нам просто надо вот одной из кнопочек сменить меню. Выставить либо средний расход, ну, любую картинку, которая для вас важна. Ну, лучше вот, конечно, вот это. И все. Зажимаем кнопку Info, вот я на нее зажал. И попали в настройки. Вот такой небольшой нюанс.